После спасения Яо Лао и прорыва к почтенному воину, Сяо Янь наконец смог приступить к созданию тела учителя. По сути, это то, чего мы ждем с самого начала аниме. Будучи слабеньким мастером уровня до уши, Сяо Янь пообещал, что приложит все силы, чтобы создать новое тело для Яо Лао. Важным условием было наличие 3 видов небесного пламени. Вот почему Сяо Янь стремился приобрести как можно больше сущностей огня. Для тела почтенного Яо Тяньхо все было куда проще, ведь есть некая разница в методах создания физического тела для Яо Лао и Яо Тяньхо. Пробудившись в павильоне падающей звезды и увидев учителя, Сяо Янь был несказанно рад. Все-таки в целом миссия по спасению прошла успешно, несмотря на небольшие сложности из-за ранения старейшины Зала Душ. Сяо Янь с радостью рассказал учителю, что уже поглотил 3 вида небесного пламени, а значит, обладает квалификацией, чтобы создать ему новое тело. Сердце Яо Лао наполнилось теплотой и счастьем, когда он увидел на лице своего ученика стремление помочь ему. Но не все так просто, ведь во время заключения в Зале Душ Яо Чэнь потерял важную часть себя и своей силы. Создание физического тела сейчас не самое главное, хотя жизнь Яо Чэня была в безопасности, когда он попал в лапы Зала Душ, то потерял весомую часть эссенции духовной ци. Перед созданием тела сперва нужно восстановить ее, иначе даже если учитель получит тело, развиваться дальше он уже не сможет. Эссенция духовной ци? Изумился Сяо Янь. Есть другой смысл в эссенции духовной ци. Она также называется сутью духовной силы. Зал Душ захватывал духов с целью высосать эссенцию духовной ци из их тел. Она служит в роли жизненной силы душ. Если душа ее лишится, то подвергнется серьезным повреждениям. Выражение Сяо Яня тут же испортилось, он вспомнил те большие черные цепи. Так значит, они выступали как приспособление для вытягивания эссенции духовной силы. Можно ли восстановить ее? И каким образом? К счастью, способ существовал, однако он довольно сложный. Духовная ци – это фундамент для души. Очень сложно восполнить ее внешними источниками, но существует 2 уникальных предмета в этом мире, обладающие мистическими силами для восполнения духовной ци. Первый – это фрукт души зародыша, а второй – небесный гриб духовного дракона. Если удастся заполучить хотя бы один из них, это может восстановить потерянную духовную силу Яо Лао. К сожалению, их редкость превосходит даже небесное пламя. Учитель и почтенный Фэн лишь читали о них в древних книгах. Если Яо Лао не сможет восстановить утраченную духовную ци, то не значит ли это, что ему навсегда придется существовать в форме духа? Сяо Янь не желал сдаваться. Неожиданно другие старейшины рассказали главе легенду о фрукте души зародыша. Ходят слухи, что он может находиться в древних развалинах, которые вызвали переполох в центральных равнинах. Несколько племен древних волшебных зверей пытались ворваться внутрь и исследовать их, но вынуждены были отступить. Выяснилось, что там находится что-то напоминающее этот редчайший фрукт. Древние руины – это строения, созданные экспертами уровня святого высших ступеней. Техника сжигания как раз была получена Яо Чэнем в кровавой битве во время возникновения прошлых древних руин. Поэтому Сяо Янь с товарищами, другими почтенными воинами павильона падающей звезды, отправился в это опасное место. Ох, сколько же всего интересного произошло во время этого приключения. Множество встреч с неожиданными людьми и сражений с сильными экспертами. Возможно, стоит сделать об этом даже отдельное видео, как считаете? Яо Лао и почтенный Фэн с нетерпением ждали группу Сяо Яня. Они вернулись с успехом и не разочаровали ожидания. Сяо Янь сумел достать настоящий фрукт зародыша души. Вдобавок, это был фрукт высшего качества. Яо Лао не мог не обрадоваться, когда увидел перед собой сокровище золотого цвета. Сяо Янь улыбнулся и кивнул. Фрукт зародыша существовал лишь в 2 видах – серебряном и золотом. Первый фрукт все еще созревал, а второй обладал высочайшим лекарственным эффектом. Сяо Яню повезло встретить именно такой. Яо Лао ушел в уединенную медитацию. Только когда эта эссенция духовной ци восстановится, он сможет по-настоящему вернуть былую мощь. Кроме того, возможно, у него даже появится возможность в будущем совершить прорыв на уровень святого.
Спустя несколько дней Яо Лао был в своей лучшей форме. Могущественная и необъятная духовная сила пульсировала вокруг его тела, вызывая легкие искажения в окружающем пространстве. Пускай его духовная сила и не выглядела намного сильнее, но колебания его энергии излучали ауру жизни. Учитель сумел восстановить эссенцию духовной ауры. Как только Сяо Янь получил новости, то тут же примчался к своему наставнику. Целебный эффект золотого фрукта души зародыша невероятно силен. Эссенция души Яо Лао восстановилась до лучшего состояния. Это значит, что Сяо Янь может приступить к созданию физического тела учителя. Наконец-то, это время настало. Естественно, воссоздание физического тела требует различных ингредиентов. Помимо скелета сильного эксперта, нужна пилюля восстановления души и различные эссенции. Сяо Янь с улыбкой на лице рассказал, что уже собрал все необходимое за прошедшие несколько лет. Он щелкнул пальцами, и в его ладони появилась нефритовая бутылка. Внутри нее парила медицинская пилюля размером с глаз дракона. «Медицинская пилюля 8-го ранга!» — воскликнул почтенный Фэн. И не просто пилюля 8-го ранга. Она смогла призвать молнии 5 цветов. Почтенный Фэн с гордостью рассказал, что Сяо Янь стал чемпионом сбора пилюль. Яо Лао довольным взглядом посмотрел на парня. «За прошедшее время твои навыки в алхимии выросли поразительными темпами». Это была кровавая пилюля развития костей, а в другой бутылке находилось 2 капли красно-зеленой крови. От них исходила невероятно чистая энергия. Эссенция крови небесного феникса. Она может и не лучшего качества, но точно весьма полезна для укрепления тела. А какое же тело Сяо Янь возьмет для учителя? Что до скелета, то Сяо Янь махнул рукой, и в следующий миг посреди зала возник куб льда с трупом. Это было тело предка на пике 9-й звезды. Среди всех 3 ингредиентов Сяо Янь больше всего был недоволен именно этим экспонатом. В прошлом он мог лишь радоваться, раздобыв скелет практика подобного уровня, но с развитием своих сил скелет такого уровня больше не особо впечатлял. Неожиданно вмешался почтенный Фэн. Оказалось, что у него имеется скелет, принадлежащий когда-то почтенному воину 4 звезд. Он махнул рукой, и тут же возник гроб, внутри которого находился бледно-серый скелет. По всему телу иногда мерцали вспышки света. Как сказал почтенный Фэн, он был его врагом прошлого, но в итоге погиб от его рук. Сяо Янь потерял дар речи от такого подарка почтенного Фэна. Тело уровня почтенного воина 4 звезд, естественно, было куда лучше, чем предка. Оно куда лучше подходило для Яо Лао, который при жизни имел силу почтенного воина 9 звезд. В итоге все 3 ингредиента были высшего качества. Благодаря этим материалам Сяо Янь сможет помочь Яо Ченю восстановить былое могущество. Однако мне интересно, сумеет ли он вырваться за пределы класса почтенного воина и достигнуть класса святого, озвучил свои мысли почтенный Фэн. Трудно. Яо Лао покачал головой. Почтенный воин и святой — 2 полностью разных уровня. Почтенный воин мог считать себя истинным экспертом высшего ранга на континенте, но с другой стороны святые стояли на вершине мира. Почтенные воины, может, и считались редкими гостями, но не редчайшими. И вот когда все было готово, настала пора приступить к созданию тела Яо Лао. Рассмотрим продолжение в ближайших видео. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!